Ребят, всем привет! Сегодня решил показать сразу два рецепта по технопланктону. В воскресенье планируем поехать на рыбалку. Вот, и испробовать. На самом деле погода должна быть дождливая, поэтому решили взять с собой как донные наживки, так и поверхностные на всякий случай. Потому что бывает такое, что товарищ толстолоб выплывает наверх и начинает все это дело пытаться сожрать. Вот. Но поскольку технология у нас отличается дно от верха, то рецепта, соответственно, тоже у нас будет два. То есть первый это гейзер, который будет пилить с дна вверх. Вот. И второй рецепт я решил сделать новый, раньше я его не делал. Это будет макуха плюс креветка. Все остальное это стандартные ингредиенты. То есть, если мы рассматриваем вот как раз макуху плюс креветку, то бишь криль классический у нас получится, то мы туда также добавляем сухое молоко, мы туда добавляем гороховую муку, кукурузную муку. Вот, и попадет сюда также вот, креветочка плюс макуха. Вот это будет рецепт один. Отдельно под видео я выложу оба рецепта, чтобы вы там по 50 раз не просматривали одно и то же, если там забудете. Вот. А рецепт номер два, для того, чтобы субстанция у нас всплывала вверх, мы взяли попкорн. Ну, кукурузы готовой у меня не было, с которой можно было бы это сделать. В итоге купил дешевую. Стоит она очень дешево. Вот, то есть купить вы ее можете практически в каждом магазине. Не берите только соленую. Ну, соль в данном случае это лишний. Можете даже брать там немножко с сахаром, но я почему противник сахара? Потому что когда вы ее будете прессовать, сам по себе пресс он будет под сахаром немножко, ну, его чистить в общем нужно будет, там, чуть ли там не через каждый бочонок. Вот, плохо получается немножко. Вот, и сюда мы обязательно добавим еще точно так же гороховой муки. Мы сюда добавим кукурузной муки. Мы сюда добавим сухого молока. И еще мы сюда добавим соды и лимонной кислоты. Конечно же, мы тоже это все перемолим вот этим другом. Что будет происходить с этим? Вот я вам для наглядности показал. Это я только начал молотить. Мы его перемолотим. И под действием воды попкорн он имеет свойство подниматься кверху. То есть первое, у нас будет создавать эффект бурления сода плюс лимонная кислота. И это бурление будет высвобождать плавающие частички с попкорна и поднимать его вверх. Потому что если мы сделаем эффект бурления на тот же технопланктон, который мы берем сверху, то, соответственно, он после того, как будет растворяться, он его немножко подбрасывает, и это добро все благополучно опускается вниз. Немного не тот эффект. Поэтому обязательно додайте вот попкорна. Это даже может быть, если как бы кофемолка у вас возьмет такое дело, можете даже кусочки пенопласта перелопатить. Тоже будет в принципе работать ровно с тем же эффектом. Вот. Ну, либо любую другую идею, которая у вас возникнет с плавающими субстанциями, которые не набирают воду и, будучи на дне, они просто-напросто не будут тонуть, а будут подниматься вверх. Ну, тут уже как бы как фантазия отработает. Ну, процесс как молотится, я думаю, вам не сильно интересен, но получается вот примерно такой. Видите, крупинки они крупнее, но это не критично для донного планктона. Можете, конечно, его еще пересеять, если кому хочется, но я бы этого не делал, потому что в данном случае это не есть настолько существенным. То есть настолько, насколько у вас возьмет кофемолка, вот видите, тут даже немножко крупные субстанции появляются, вот настолько и нормально. Вот, пресс он сделает свое, остальное, в принципе, в воде оно будет растворяться как положено. Вот в таком, в принципе, виде этого будет достаточно.
Вот, потому что перемолоть его в муку, ну, вот этим агрегатом, очень сложно. Это нужно промышленные кофемолки, которые, в принципе, имеют совсем другие обороты и дают совсем другой эффект от помола. Вот. Теперь молотим и дальше посмотрим, как это все дело будет прессовываться и что у нас в итоге получится. Итак, с одной такой пачечки у нас, кстати, сколько у нас по весу, это 80 грамм. У нас получается вот такая банка перемолотого. Да, то есть по сути пол-литровая банка, да, то есть перемолол я 2. Сейчас пойдем мешать. То есть вот этого мне достаточно будет для того, чтобы замешать такую, ну, достаточно немаленькую порцию технопланктона гейзер. Пока у нас кофемолка отдыхает, потому что я думал, честно говоря, что с нее дымок пойдет. Пойдем замешивать. Дальше покажу вам остальное. Итак, мы у нас в цеху. Будем собирать. Теперь рецепт. Начнем с гейзера. Засыпаем перемолотую палочку. То бишь попкорн. Так, просеивать я его не буду, как я и говорил. Для гейзера нормально будет. Так, вторую. Есть. Ну, вот самые большие куски я поубираю, потому что есть вот такие. Мы их отдельно вытащим. Не, вы знаете, ребят, все-таки пересею, потому что есть очень крупные до неприятности. Так. Я, конечно же, не буду отбирать муку, да, то есть и оставлять все остальное. Моя задача убрать самую крупную фракцию, потому что она попадается как кукурузина. Сеется чертовски плохо. Поскольку у нас попкорн это производная от кукурузы, то в этой субстанции мы как бы кукурузной муки дадим меньше. Больше дадим сухого молока, больше дадим гороха. Но самое главное это вот. Это наш с вами попкорн. Вообще не хочет сеяться. Что сеялка, она для муки у меня больше предназначена, явно не для такого. Сейчас что можно мы пересеем, а остальное, в принципе, я попытаюсь отобрать руками. Так, ну половина подсеялась уже хорошо. Думаю, что сейчас отсеется еще больше. Красота. Все, теперь
сделать крупнячок. Вот здесь немало на самом деле есть. Вот если посмотрите, видите, какие куски. Вот это дело я сейчас и переберу. Так, пересеяли. Видите, у нас крупная фракция. Вот получилась вот такая. То есть, по сути, ну, явно не для технопланктона. Вот, а в остальном плюс-минус нормально. Так, следующее это сухое молоко. Беру полкилограмма на вот эту порцию. Ее должно хватить. Так, далее гороховая мука. Честно говоря, лень возиться с горохом, молоть его. Возьму готовую. Так, есть. Гороховая мука. Мы тоже мы возьмем сюда пол кг. Есть. Высыпаем. И последний ингредиент это у нас мука кукурузная. Вот ее я дам 250 грамм. Так, ребят, все, у нас готова наша смесь. Основного теперь будем добавлять добавки. Вот, всем это знакомо. На вот эту субстанцию мы впаяем сюда 5 упаковочек. Важно, ребят, не ванильный сахар, а ванилин. Добавите сахар, получите, в общем, не совсем приятное вещество. Ну, если вам как бы там намешать планктона, половить день в день, то ничего страшного. Вот, но если он у вас будет немножко лежать, то лежать он не будет. Он начнет, собственно говоря, трескаться, начнет крошиться, пускать влагу. И в конечном итоге превращаться в очень такое неловибельное произведение вашего искусства. Поэтому не давайте ванильный сахар, лучше дайте просто ванилин. Блин, пахнет вообще бомба. Так, а теперь самое важное. Для того, чтобы ваш технопланктон таки стал гейзером, нам нужно сюда добавить вот обычной пищевой соды. Это, наверное, самое такое сложное, да, потому что важно не перестараться. Если вы добавите соды много, вы получите не гейзер, а получите вулкан. Работать будет классно, но недолго. Поэтому берем это пол столовой ложки примерно. Это уже у нас столовая ложка примерно. Так, теперь давайте считать. У нас получалось 2 пол-литровые баночки попкорна, полкилограмма сухого молока, полкилограмма гороховой муки. Это уже 1,5 кило. По объему я считаю. Напоминаю вам, что я считаю по объему. И 250 грамм кукурузной муки. То есть это 1,750 кг. 1,750 кг на килограмм. Где-то берем столовую ложку. Соответственно, надо добавить еще одну. И этого будет, я думаю, достаточно. Так, есть. Есть. Давайте так. Все, вот это точно будет оно. Так, теперь лимонной кислоты.
не люблю делать ничего с лимонной кислоты, потому что оно создает клейкость, но без нее никак. Вот лимонной кислоты вот столько будет предостаточно. Это по сути чайная ложка у нас выходит. Вот. Так, и теперь еще одна на 750 грамм. Вот, есть. Все, теперь мы это дело хорошенько размешаем. Вот, и можем лепить планктон. Так, сейчас я сделаю один бочонок и запустим его в банку. Покажу вам, что из этого будет получаться. Так, наш старый добрый агрегат. Все то же самое, что и в прошлый раз. Станочек, 20 атмосфер. И делаем наш бочоночек. Прессовываю я всегда очень сильно. Где-то примерно на, ну, скажем так, от предельного веса, который уже, ну, якобы нельзя. Я добиваю до конца. Вот это позволяет бочонку, в принципе, без всяких склеивателей держаться в воде где-то 2-2,5 часа. То есть я доводил максимум до 5 часов. Очень сильно спрессовал. В чем получается фишка? Если вы не добавляете никаких склеивателей, то планктон, он начинает пылить сразу, как только вы ее забрасываете в воду. Вот. И достаточно долго растворяться. Он пылит, он дает муть. И он очень хорошо и крепко держится. Единственный минус его в том, что долго он храниться у вас не будет. То есть, по сути, месяц он полежит. Вот. Если вы его не используете, он уже будет, ну, как правильно сказать, терять свое свойство держаться долго в воде. То есть он, по сути, будет рассыпаться немножко быстрее. И чем дольше вы его будете держать, тем дольше он будет рассыпаться. Вот. И если туда зайдет немножко какая-то влага, да, то есть вы его должны держать постоянно в целлофане. Если туда зайдет влага, то он начнет еще и крошиться. Поэтому берите во внимание, что если вам нужно не на промышленное производство, а просто на рыбалку, сделайте столько, сколько вам нужно. Остальную смесь просто где-то оставьте в пакете и сделайте себе лучше в следующий раз. Тогда будет все отлично. Так, сейчас запихну в банку и будем смотреть. Вот наша чудо-банка. Ну, тут, как мы решили, это все делать не нужно никаких параллельно палочек, шмялочек, чтобы оно держалось. Это мы сейчас на столовой ложке соды на килограмм. Сейчас посмотрим, как он себя ведет. Если он нормально будет давать подъем, то бишь гейзерить, то тогда мы больше как бы не будем добавлять и сделаем это рабочей субстанцией. Вот баночка берется для того, чтобы пристреляться по количеству соды и кислоты на это дело. Запускаем. Это то, о чем я говорил. Видите, сразу идет муть. И он сразу начинает работать. Здесь нету никаких склеивающих элементов. Здесь есть только прессованная мука с ингредиентами. И все. Это очень-очень важно. То есть, когда вы делаете планктон, некоторые грешат этим. Там, добавлением там, разного рода там, сахара, добавлением там, муки, добавлением там, прочих там, клейких веществ, которые якобы помогают планктону быстро не раскисать. На самом деле разгадка в другом. В прессе.
Вот я вам покажу, вы видите, он поднимается на самый-самый верх. Вот вам и гейзер. Я не вижу смысла больше добавлять сюда соды, он и так работает. Вот, если там, ну, кому там хочется больше эффекта, можете удвоить, но имейте в виду, что срок пребывания в воде его ровно в 2 раза уменьшится. Вот, то есть эксперимент считаем удачным. Давим и переходим к следующему рецепту. Итак, рецепт 2. Планктон из макушатника. Так, вот я уже перемолол макуху. Беру из порции, из разряда 250 грамм. Я на этом примере вам покажу, что из этого получится. Итак, что у нас сюда войдет? Первое, это макуха, 250 грамм. Дальше, сухое молоко, тех же 250 грамм. Следующее, молотый криль. Ну, кто не знает, это креветка, панцири креветок перемолотые, да, то есть трупики, другими словами. Вот, это может быть сушеная рыба, это может быть любые там панцири ракообразных, все что угодно. Если у вас там где-то что-то поблизости водится, вот вы там съели там рака, возьмите панцирь, сохраните, дальше его на кофемолку, будет у вас ровно то же самое. Природный, по сути, по своему составу аттрактант, который вам даст очень классную такую турбоприкормку для, да не только карповых, его по сути все любят. Засыпаем. Так, следующее. Это у нас также 250 грамм кукурузной муки, 250 грамм гороховой муки. Все, на этом весь рецепт. Ну, под видео я отдельно также его напишу, чтобы вы не искали. Добавляем остальное и давим, смотрим, что получится. Так, получилась у нас однородная масса. Блин, ребята, пахнет тут был бы рыбой. Честно, сам сажал бы. Еще добавки попросил. Очень хороший запах. Просто огонь. Вот. Но будем смотреть, что на него вцепится. Честно, идем в погоду, которая вообще не летная для такой ловли. У нас дождь, ветер. Это, конечно, завтра собираемся, но, судя по прогнозу, будет примерно ровно то же самое. Не знаю, как будет клевать, но, по крайней мере, и работу самого планктона я вам точно покажу. В первой части видео вы смотрели по гейзеру, как работает. Вот. Я не знаю, стоит ли вам показывать, как в банке будет это. Эффект будет примерно тот же. Попытаюсь вам показать на примере улова что-то. Если не получится, то досниму уже тогда с баночкой, чтобы просто показать работу самого планктона, как он ведет себя в воде, чтобы вы видели. Все. Сейчас я это дело спрессую. Вот. И что? И будем, как говорится, пробовать чего-то на него выудить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот. Для вас это секунда дела, для нас приятно, чтобы мы могли снимать много-много новых видео и выдавать вам рыбацкие секреты и тонкости ловли. Вот что у нас получилось в результате. Вот с килограмма смеси получилось 11 бочонков. Вот. Средний вес тут идет 55 грамм. В зависимости от того размера, который вы хотите в конечном итоге сделать. Ну и будет как бы зависеть количество, которое получится. Ингредиентов брали по 250 грамм.